Друзья, с вами плодородие земли. Видите, наконец-то я выполз на улицу. Если вы заметили, я 3 дня ролики не вставая с дивана снимал. Вот потянул я что-то, я не спину потянул, у меня что-то во внутренние органы что-то вот болеть стали. Из-за того, что я тянул эту органику, ветки, из кучи веток хотел самую толстую из середины вытащить. И сильно потянул, и вот, наверное, что-то надорвал там внутри болит все. Так что аж дыхание затруднено было. Боялся повернуться, пошевелиться резко и вздохнуть глубоко. Это значит куча снега. У нас тут уже 4 снегопада было. Раньше за всю зиму 1 раз снег выпадал, а сейчас уже за декабрь 4. И вот я лопатой с тротуара вот счищал, тут горы были. За 3 дня растаяло. Это я животных тут кормлю. Это жилы с этого, которые не перерабатываются. Жилы вот для собак беру. Кошек, собак. Это я несколько слов все выписал. Это слова, это Телепова, фразы. Телепов, вот наш критик на Дзене развел критику Барматухи про целую там пропаганду. Статей 5 или 6 уже написал про Барматуху. Подлец. И вот, заодно прочитал пару его статей, чтобы понять его уровень до конца. И теперь я понимаю, что это еще и тупица. Да? Вот, помимо того, что подлец, еще и тупица. Зато смотрите, какими этот тупица фразами разговаривает со своими подписчиками, рассказывая им о гумусе. Слушайте. Биофильные почвенные коллоиды, мортмасса, коллоидно-дисперсное состояние. Вы представляете, друзья, если бы я вот с вами вот такими фразами разговаривал? Ты кого из себя строишь этого? Ученого из себя строишь, представьте. А вот мой ксантоцерос, Чекалкин орех. В природе до 4 метров вырастает. Смотрите, какие у него побеги. Смотрите, откуда он стартует. Вот дублер этого центрального побега. Надо его срезать. Смотрите, насколько он вымахал. Надо было его сразу срезать, чтобы это все в дерево пошло, в куст этот. Я же вам летом показывал, как он цвел хорошо. И летом незаметно было, а сейчас видно. Видите, какие побеги? 2-метровые. Вот скажите мне, 4-метровое дерево, достигающее 4 метров в высоту за всю свою жизнь, может за год на 2 метра вырастать, а? Может. Вот видите, может. И при этом обратите внимание. Обратите внимание. На нем тоже эти плодовые почки есть. Просто вот сейчас вам трудно их показать. Плодушки. Уже заложены плодушки. Ладно. Теперь, вот смотрите, 2 года кусту крыжовника. Вот посадил черенок. Смотрите, как он за 2 года разросся. Это он среди саженцев грецкого ореха. Они очень сильные, очень много энергии забирают. И тем не менее, посмотрите, во что вот этот черенок вот такой превратился за 2 года. Полностью полноценный куст. Вот сейчас лишнее убрать, что будет вот внутри здесь, затенять урожай основной. И посмотрим, какой будет урожай. А теперь посмотрите, какие прямо во дворе эти хомяки офигели, охамели. Смотрите, какие они норы оставляют. Видите, какого они размера? Это он живет во дворе, где 7 кошек в доме. То есть он их не боится, они даже на него не нападают.
Вот представьте, кошки боятся мышки. Такая здоровая мышка. Вот такие пироги. Так, ну раз Телепов своим этим подписчикам рассказывает о том, что гумус это кладовая там, что все питание там собирается, вообще не имеет представления товарищ о том, что такое гумус. Рассказывает людям, что это там магнитики в жидкости в почве плавают, и к ним типа примагничиваются разные питательные вещества. Тоже мне, вот представьте, вот какую ересь несет вот этот товарищ, да, и где он за столько лет не разобрался в том, что такое гумус. И еще людей учит. Вот этот товарищ еще людей учит. Значит, почему, вот я уже объясню своим подписчикам, почему, допустим, гумуса нету в джунглях, допустим, Амазонии, да, там вообще нету гумуса, вообще, 0%. А при этом, огромное разнообразие растительного мира, да, и огромные деревья растут. Вот из-за того, что там такие деревья растут, весь гумус в течение всего года потребляется этими деревьями. Представьте, чтобы сформировать древесину, да, где дерево там пару тонн над поверхностью, да, в воздухе, и пару тонн корней еще, если не еще больше, под землей. Вот чтобы такую массу плотной древесины набрать, сколько гумуса нужно потребить. Поэтому весь гумус сразу забирается деревьями. Он даже не успевает образоваться. Потому что гумус, вот даже у Телепова подписчики намного грамотнее его. Они ему объясняют. Говорит, гумус это, говорит, запасы отложенные. И правильно ему говорят. Вот смотрите, почему, допустим, вот в степях Украины и некоторых областях России высоко гумусные почвы, да, образовались. Потому что там степи, обильная растительность, травы, да, обильные травы, и нету, деревьев нету, и еще зима, понимаете? Осенью уже растения перестают потреблять эти питательные вещества, а под землей еще продолжается разложение, образование гумуса. Весной еще растения не начали расти, а под землей уже идет разложение. И вот чтобы не образовалось перекорма, да, чтобы перекорма не образовалось, излишка, вот о чем я вам говорил вот в совсем недавних роликах, что природа не терпит переизбытка. Переизбыток это такой же дисбаланс, как и недостача, или как нехватка. Такой же дисбаланс. И вот сама природа его устраняет, этот дисбаланс, путем консервации, да, путем консервации излишков в гумус, чтобы он уже не был активен. Активно он уже не участвует в питании растений. А растения растут за счет свежеобразовавшихся, свежеразложившихся, вот недавно разложившихся органических соединений. Вот сама природа, да, создает такие условия, чтобы растения росли на всем свежем. На всем свежем. Поэтому прошлогодние там, да, она сразу убирает, прячет. И только если не будет хватать на текущий момент чего-то, только тогда природа раскроет гумус и достанет оттуда питательные вещества. А так сама природа подталкивает растения, способствует тому, чтобы растения росли вот на свежих питательных веществах, на свежайших. Видите, сама природа это обеспечивает, потому что
за счет них наибольшего эффекта достигают растения. И вот один из подписчиков Телепова говорит: да что бы ты там не рассказывал, я, говорит, на практике знаю, что у меня на активной мульче вырастает куда более богатый урожай, чем на гумусной почве. Он говорит: я, говорит, это на практике знаю. Что ты, говорит, мне доказываешь обратное? Представьте, ему подписчики его там вовсю упрекают в некомпетентности. Да, вот вам учитель, да, и вот у этого учителя, да, из себя строит профессора, и хватает наглости еще. Нет, чтобы проглотать эти знания, да, вновь открывшиеся знания, нет, чтобы проглотить их наконец-таки, да, стали доступны тайны, которые были тебе неизвестны. Он вместо того, чтобы обучаться, он еще противодействует мне, понимаете, специально палки в колеса вставляет, но это из чувства зависти. Ему же не дано было это все познать. И вот он и мне вставляет эти. И таких завистников будет еще массы. А теперь еще своих этих будет травить на меня, своих поддельников там всяких. Вот видите, еще один прирост. Вообще очень необычная форма у этого растения. Но я заметил, что оно любит сухой климат. Оно не любит влажный климат. Чекалкин орех любит сухой климат. Растет даже в засушливых районах Китая и Казахстана. Вот там оно себя прекрасно чувствует. А видите, в тропиках плохо себя чувствует. И я заметил это. Оно сильно, когда дожди начинаются, оно буквально самое первое начинает на дожди реагировать подгниванием там листьев и так далее. Самое первое. Ну, потому что это не свойственно нашему климату растения. И здесь ему приходится приспосабливаться. Но, видите, благодаря моему методу оно все равно успешно растет. Как оно цветет, я вам показывал, да, бесподобно. И какие плоды дает, еще и съедобные. И в большом количестве. Вот так, друзья, гумус. Вот в наших лесах тоже немного гумуса, если вы заметили. Буквально совсем чуть-чуть, а потом грунт начинается. Вот я же постоянно по лесам лазю. Да, подстилкой, толстый слой подстилки, потом совсем чуть-чуть гумусного слоя, а потом начинается грунт. Я сначала тоже не понимал. Я думал, в лесу сейчас будет грунт, там толстый слой. Раз копаю, а там камни уже начинаются через несколько сантиметров под подстилкой. Оказывается, это деревья все забирают, все на себя забирают. И гумус образуется в нашем лесу только из-за того, что зима. Зимой никто из растений не потребляет эти питательные вещества. Вот он там слегка и накапливается. Потом летом активно его потребляют деревья, думаю. Ну, поэтому он там не может образоваться. Толстый слой в степи образовался, да, за многие годы, а в лесу нет. Это все связано с климатом и с питанием. С климатом и вот с этими особенностями, да, природными. Вот что сама природа создает такие условия, чтобы все росло на свежем только образовавшемся питании. А все старое, оно уже, во-первых, излишки устраняет, да, сразу же. А во-вторых, старое прячет, чтобы росло все на свежем. Вот так. Вот сама а человек на зло природе берет и даже не из грунта, а вообще из камня, там, из того, что уже природа чем уже давно не пользуется, все равно пытается достать оттуда эти минералы, которые уже непригодны.
И ладно бы, если бы их с помощью микробов человек доставал, но он же их достает с помощью жесткой химии. Ну, там мощнейшая химия, мощнейшая. Там всем плохо бывает, всем работникам этих предприятий. И всем сельхозработникам, которые вот занимаются вот постоянно внесением этих минеральных удобрений и прочих химических обработок. Бедные люди, у них самая опасная профессия, оказывается. Они постоянно среди ядов и среди этих патогенов, да, этих. В общем, среди ядов и природных, и синтетических, и каких хотите. Оказывается, видите, она на природе работает, на земле, среди растений. Казалось бы, да, и так опасно для жизни. Сплошные эти яды и сплошные токсины. Ну ладно, темнеет уже, да и зарядки у меня немного. Поэтому, ну, думаю, насчет гумуса мы прояснили, да? Стало понятно все, почему он, допустим, в степях образовался в России, а в лесу он не образуется. И почему его нет в джунглях, да? Потому что там зимы нет, и потому что там деревья растут. Вот поэтому его там и нет. Деревья все забирают, и даже зимы нет, когда вот этот период, когда им никто не пользуется. Поэтому его там вообще ни одного миллиметра гумуса не найти в джунглях. В лесу, ну, в почве джунглей. При этом все прекрасно растет. Огромные деревья вырастают и сотни лет растут. И растут они только за счет вот этого динамического питания. Вот упало, разложилось, и поступило в питание. Тут же сразу же пошло на питание. Вот так растет лучше всего. Поэтому урожай можно получать без гумуса, абсолютно. Но без гумуса у вас не будет здоровой почвы, здорового фона в почве, понимаете? Там будут в почве, будут всякие, в грунте там будут всякие патогены доминировать. А если будет уже много гумуса, то им там уже, ну, им уже не по себе бывает. И очень многим вредителям и очень многим патогенам. Вот не по себе в плодородной земле. Они уже саму плодородную землю они избегают. Жить в ней и вообще, ну, не подходит она им для существования. Поэтому гумус обязательно нужен. Во-первых, мы не можем гарантировать, что у нас будет постоянно вот это динамическое питание свежее, да? Не можем гарантировать. Если, ну, в общем, всякое в жизни бывает. И пусть будет страховой запас, как говорится, питания, да? А во-вторых, нам нужна здоровая почва, чтобы в ней здоровый фон, здоровый, ну, чтобы как можно меньше патогенов вообще жило в нашей земле, да? Ну, чтобы они там точно не доминировали. Жить-то пусть живут, но доминировать им там не стоит. И чтобы они там, ну, как говорится, губу не раскатывали, наша почва должна быть наполнена гумусом. Обязательно, да, и чем больше, тем лучше. И страховка, и здоровый фон. Но обязательно должны мы, тем не менее, мы должны выращивать наши растения на самых свежих разложениях, на самых свежих. И тогда у вас будут и огромные результаты, и стопроцентный иммунитет ваших растений. И общий здоровый фон на всей земле, которая будет обогащена и гумусом, и вот этим активной органикой, которая вот в процессе разложения. Поэтому вот этим правилам следуйте всегда. Вот эти правила, видите, они в природе, самой природой, несмотря на самые разные условия, самые разные климаты и прочие вещи,
они природой соблюдаются. Поэтому и мы их должны соблюдать обязательно. Чтобы было и то, и это, и в сумме это дает еще и синергию, да, в общее вот, ну, оздоровление. Еще всем окружающим. И в почве, и над почвой, и так далее. Все, друзья. Успехов вам. Не буду сегодня затягивать. До следующих встреч.